Всем привет, дорогие подписчики и не подписчики, кто попал на мой канал случайно. Рассказываю, какую вам историю. Во-первых, большое спасибо за то, что посмотрели мое предыдущее видео. Я тронут до глубины души, не ожидал, что будет такое количество просмотров, комментариев. Мне очень приятно. Пожалуйста, пишите еще. Не обязательно писать что-то хорошее, можете написать что-нибудь плохое, покритиковать мои видео, потому что я показал его своим друзьям и родственникам. Они сказали, что у тебя голос скучный, картинки неинтересные, кто будет смотреть 30 минут на серые камни. Нашлись такие люди, я вам очень признателен. Сейчас записывал второе видео, хотел сделать его немножко в другом формате. Записал вам целую минуту, почти 40 минут того, как я шастаю туда-сюда по Google картам, рассказываю вам о самых хороших и плохих районах, куда стоит селиться, куда не стоит селиться, с какими-то дополнительными фактами про адреса, про Панамский канал, с какой-то прям... Вот, в общем, пересматривал это все. Возможно, это было бы достаточно познавательно, но это настолько скучно по картинке и неинтересно, поэтому я решил попробовать немножечко все это видоизменить и сейчас вам сделать видео про хорошие и плохие районы. Приятного просмотра! И перед началом небольшой дисклеймер. Соответственно, информация, представленная в этом видео, это мое субъективное мнение. Если вы с ним не согласны или владеете какой-то другой информацией, то добро пожаловать в комментарии. Я с удовольствием почитаю. Если прям совсем где-то навру, то следующее видео начну с официальных извинений. Итак, поехали. К хорошим районам я бы отнес районы Коста-дель-Эсте, Сан-Франциско, Марбелья, Абарио, Краския, Пунта-Пайтия, Альбрук и Клейтон. К районам, в которых я бы не рекомендовал вам селиться, я бы отнес Курунду, Сан-Мигель, Эль-Чоррио и Сан-Мигелито. Естественно, это не исчерпывающий список районов Панамы, но я думаю, что если вы будете придерживаться этих рекомендаций, то не промахнетесь при выборе жилья. Я попросил чат GPT помочь мне с описанием, но, если честно, я не совсем согласен с тем, что он написал, поэтому давайте я буду читать то, что он мне предложил, и давать свои комментарии. Начнем с первого, с района Коста-дель-Эсте. Коста-дель-Эсте – это современный и престижный район с небоскребами, парками и удобной инфраструктурой. Здесь находятся офисы крупных компаний, роскошные жилые комплексы и торговые центры. Идеально подойдет для тех, кто ищет комфорт, безопасность и высокое качество жизни. Однако учтите, что аренда и покупка жилья здесь одни из самых дорогих в Панаме. В принципе, я согласен практически со всем. Единственное, что он пишет, что удобная инфраструктура. На самом деле люди, проживающие в этом районе, практически единогласно говорят о том, что там всегда пробки. То есть... Возможно, если мы подразумеваем под инфраструктурой наличие магазинов, банков, школ, детских садов и так далее, то там, да, там все присутствует. А если мы говорим о транспортной инфраструктуре, то, к сожалению, если вы работаете где-то в городе, в Панама-Сити, или, в принципе, если вы как турист приехали в Панама-Сити и хотите поехать в центр города, посмотреть какие-либо достопримечательности, то вы столкнетесь с тем, что в будние дни там всегда будут пробки. А в Панаме многие работают шестидневку, то есть суббота это тоже рабочий день, в субботу точно так же есть пробки, поэтому для вас останется один единственный вариант – это поездка в центр в выходной день, если не стоять в пробках. Потому что район Коста-дель-Эсте находится на самом деле достаточно далеко. Он находится не то что прям на отшибе, но не в центре. Следующий район – Сан-Франциско. Сан-Франциско – это район для тех, кто ценит баланс между городской жизнью и природой. Множество уютных кафе, ресторанов, магазинов и близость к парку Амар делают его привлекательным для семей и молодых профессионалов. Единственный минус – это плотная застройка, из-за чего трафик здесь может быть интенсивным. Здесь практически не наврал. Действительно, парк
Район Сан-Франциско очень хорош именно тем, что он располагается впритык к практически единственному парку в Панама-Сити, это парк Амар. Это большой, хороший, красивый, крупный парк. Там есть все, там есть детские площадки, там есть спортивные площадки, есть площадка для выгула собак, есть велодорожки. То есть это вот прям парк по всем европейским стандартам. Очень крутой, очень советую. Если будете в городе, зайдите, прогуляйтесь. Не то, чтобы это была какая-то супер достопримечательность, но так как, я говорю, это практически единственный такой парк в Панаме, рекомендацион зайти прогуляться. Поэтому да, в остальном не наврал. Действительно, там много кафе, много ресторанов. Есть многоэтажные жилые комплексы, есть обычные частные домики. На Airbnb вы можете найти и такое жилье. В целом, отличный район. Далее, Марбелья. Марбелья считается престижным районом с элитной жилой недвижимостью, уютными улицами и высокой безопасностью. Близость к деловому центру делает его удобным для тех, кто работает в центре города, однако, как и в Коста-дель-Эсте, стоимость жизни здесь выше среднего. Да, Марбелья, я бы его вообще выделил как центральный район, он находится в самом сердце Панама-Сити. Он граничит с набережной Синта-Кастера, то есть у вас есть прямой доступ к набережной. Там располагаются практически все крупные банки Панамы. А в Марбелье располагаются прям башни, то есть там башня Банка Генераль, башня Банка Банистмо, Тауэр Банк и так далее и тому подобное. То есть там очень много небоскребов офисных, такой прям красивый район. Вот, так что да, совсем согласен. Район Абарио. Абарио – это сердце деловой активности Панамы. Здесь расположены банки, торговые центры и офисы. Район подойдет тем, кто ценит удобство городской инфраструктуры, однако из-за высокой плотности застройки и постоянного движения здесь довольно шумно. Абарио находится между Марбельей и Сан-Франциско, соответственно, тоже это самый центр. Действительно, там много небоскребов, офисных зданий, там находятся страховые компании. То есть, когда вы прилетаете в Панаму и смотрите в окно иллюминатора на город, вы видите побережье, застроенное небоскребами, но на самом деле за этими небоскребами начинаются частные дома, то есть здесь есть многоэтажные здания, там 9-15 этажей, какие-то жилые, даже панельки есть, но их очень мало. На самом деле здесь такой контраст между небоскребами и вот одно- или двухэтажными частными домами. Поэтому, опять же, плотная застройка – это вот большое количество небольших вот этих вот домиков. Следующий район – Краския. Это бюджетный жилой район с удобным доступом к основным магистралям. Хотя здесь нет роскоши, район предполагает простую и доступную жизнь, однако он может не подойти для тех, кто ищет современное жилье или высокую безопасность. Вот тут не согласен с чатом по всем пунктам. На самом деле он пишет, что это бюджетный жилой район. На самом деле этот район располагается над парком Амар. То есть если Сан-Франциско под парком Амар, Краския над парком Амар, там находятся высотные жилые комплексы, которые тоже будут стоить и 1000, и $1500 на Airbnb за квартиру площадью от 100 метров. Вот. Там есть частная застройка, она местами выглядит не очень приглядно. Там может быть какой-то старый тротуар, такой, по которому не пройдешь с коляской, например. То есть, гулять с ребенком такое себе, просто потому что неудобно. Район Пунта-Пайтия. Это район, который соседствует с районом Марбелья. Здесь очень много высотных жилых зданий. Это прибрежный район. У него есть выход к набережной Синта-Кастера. И если вам повезет, то у вас будет прекрасный вид на океан. А если нет, то в соседние окна, потому что, как на мой вкус, здания стоят супер близко. Альбрук. Альбрук – это зеленый спокойный район, идеально подходящий для семей. Здесь много частных домов, близость к аэропорту Альбрук, торговому центру делает его удобным для жизни. Район особенно хорош для тех, кто ценит природу и безопасность.
Да, Альбрук действительно это одноименное название, мне кажется, самого большого молла в Панама-Сити. Там есть огромное количество магазинов, фудкорты, кинотеатр, все вот как в современных европейских торговых центрах. То есть такой очень крутой торговый центр. Как из парка Момар, ничего сверхъестественного, но будете в Панаме, рекомендую посетить, походить по магазинам, если вы хотите что-то там прикупить, пошопиться. Он огромнейший, вы можете убить там целый день, если будете заходить хотя бы в каждый второй магазин. Вот, если будете заходить в каждый первый, то и вам целого дня не хватит. Обычный торговый центр по европейским стандартам. По поводу зелени. Да, там очень большое количество джунглей, не вырубленных. Соответственно, с одной стороны, это здорово, то есть чистый воздух, все дела, с другой стороны, это насекомые. Насколько я слышал, в тех районах достаточно часто стараются проводить фумигацию. В том районе, где я живу, она проводится раз в месяц. Вот в Альбруке и в следующем районе, в Клейтоне, там я слышал, что чуть ли не каждый день проводится фумигация. Не знаю, насколько это помогает. Люди говорят, что все равно комары их кусают. Поэтому Альбрук, да, зеленый, да, комары. Вместе с зеленью идет высокий уровень влажности, потому что надо понимать, что это не просто сосновый лес какой-то, это джунгли, они очень влажные. И влажность может быть даже и похлеще, чем у океана. Опять же, у океана воздух соленый, что способствует предотвращению появления черной плесени. А вот в джунглях воздух как раз не соленый. И там люди жалуются на появление черной плесени. С ней прям надо бороться. Поэтому джунгли такой себе выбор на самом деле. Ну, если не учитывать вот вышесказанное про комаров и высокую влажность, точно так же сесть, доехать на такси до каких-то достопримечательностей, добро пожаловать. В самом районе Альбрук, помимо Альбрук-молла, каких-то кафешек и продуктовых магазинов вы не найдете, по-моему. То есть в любом случае оттуда надо будет ехать на такси. Он находится на севере Панама-Сити. Вот, как и Коста-дель-Эсте, скажем так, отдален от центра города. Клейтон. Клейтон – это бывшая американская военная база, а сейчас элитный район с зелеными улицами, частными домами и международными школами. Отличный выбор для семей с детьми и тех, кто ищет тихое и уютное место вдали от городской суеты. По поводу военной базы не знаю, надо гуглить. Скорее всего, это так. Элитный район с зелеными улицами, да. Точно так же, как Альбрук, там находятся какие-то посольства, там есть Embassy Club, резиденция. Вот, соответственно, да, там будут коттеджные домики, та же самая история с влажностью, с комарами, потому что это все в джунглях. Вот, международные школы, наверное, там есть, честно, я не смотрел. Но да, район считается элитным, достаточно высокая стоимость проживания там будет. Находится он вдалеке от городской суеты, как написал ChatGPT, но сами понимаете, что добро пожаловать в такси и будете кататься в город. Несколько раз уже говорил про такси, давайте сразу скажу, что по городу такси достаточно дешевое, в районе $2-3 вам будет стоить доехать там от той же Марбели, например, до Альбрука или в сторону того же Коста-дель-Эсте, там $3-4 буквально. Цена может меняться, естественно, аэропорт — это совсем другие цены. В дождь внезапно, если пойдет дождь, то добро пожаловать, точно так же, как в Москве, высокий спрос, и ценник может взлетать до 10, до $15. Вот, поэтому в пасмурную погоду такси вызывать невыгодно. Такое бывает не всегда, то есть иногда в дождь можно тоже доехать за те же $2-3, но будьте готовы к тому, что если будет дождь, скорее всего, ценник будет гораздо выше. И вот мы подобрались к районам, которые я не рекомендовал бы к заселению, потому что они все практически относятся к спальным районам, к районам, как пишет ChatGPT, с высокой застройкой. Наверное, нет смысла зачитывать прям описание каждого района. Просто поверьте мне на слово. Я вставлю несколько кадров с этими районами. Грязные, обшарпанные дома, не везде, не всегда, но местами, например, Сан-Мигелито, он расположен на холмах, он напоминает вообще бразильские фавелы. Вот. Я когда делал то потрясающее видео с Google картами, где я туда-сюда шастал, я даже там включал человечка, который показывает улицы, то есть когда вы можете тыкнуть на любую улицу и посмотреть, как машинка гугловская ехала и снимала это все.
Если это сделать при рассмотрении района Сан-Мигелито, то 80% улиц там отсутствует. То есть машинка Google там не ездила, хотя они не закрытые, там нет шлагбаумов, добро пожаловать. Но мое, опять же, субъективное мнение, что водители машинки той самой гугловской предупредили, что если они не хотят остаться без своих камер, лучше не заезжать туда. Вот. Такие дела, ребята. На этом, наверное, на сегодня все. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Очень приятно их читать. Спасибо большое за поддержку. Буду стараться развиваться, держать планку. И до встречи в новых видео.